маленькие кружочки, которые там есть, содержатся в этих территориях, это так называемый кор или центральная территория. And this territorial is where they bring the food to eat, is where they feel in peace, where they rest. Это территория, на которой они приносят пищу, чтобы поесть, на которой они отдыхают и в которой они чувствуют себя в безопасности. Around this circle, you have little red spots. Вокруг этих кружочков, обратите внимание, есть маленькие красные точки. That is around their core territory where they hunt. Это точки вокруг вот этой вот территории, центральной территории. В этих точках они охотятся. They catch the prey, and usually they do not eat the prey where they catch. They bring it to the core territory to be eating in a safe place. Когда они ловят добычу свою, они не съедают ее на месте, они приносят ее в эту территорию и там только съедают. Then in the limits of each territory you can see some gray spots. Gray spots. Также в каждой территории есть серые точки. And these gray spots are where the cats eliminate. Это точки похода в туалет. So they do not eliminate where they eat. Они не ходят в туалет там, где они едят. And as you can see, they do not have a specific territory to drink as well. И также можно увидеть на схеме, что у них нет специфичной территории, где они пьют воду. Because usually they drink when they find water. Потому что обычно они пьют воду там, где они ее найдут. Then you can see some blue lines in the limits of the territory where touch with the other territory. Также здесь есть, обратите внимание, голубые линии, которые touch with the other territory. Blue lines. Эти территории, эти линии, они прикасаются с другими территориями, соприкасаются. And these blue lines is where they mark their territory not to be invaded by the other. В этих местах расположения этих голубых линий они метят свою территорию для других котов, чтобы они не вторгались в их собственность. So usually we say that two male cats could not live together in the same household. Обычно мы говорим, что две кошки не могут жить в одном доме. Obviously that in behavior we can never say never or always. И очевидно, что в отношении поведенческой медицины мы никогда не можем сказать никогда или всегда. Because there are always exceptions. Потому что всегда есть исключения. But we can have nowadays two male cats living together. И на сегодня это допустимо, чтобы две кошки жили вместе. Because we started neutering them. Потому что мы стали их кастрировать. And when we neuter the cat, we decrease the territorial behaviors. Когда мы стерилизуем кошку, мы снижаем вот это вот территориальное поведение. But what is very interesting is that the affiliative behaviors are kept. И что интересно, аффилиативное поведение, оно сохраняется. And affiliative behaviors are those that make the balance of the group. Аффилиативное поведение – это то поведение, которое обеспечивает баланс в группе. So, according to what we saw, cats need a place where to sleep, a place where to eat, a place where to drink, and a place where to hide. Итак, подводя итог, каждой кошке нужна территория, где они будут есть, пить, спать, ходить в туалет, прятаться. Now you were faster than me, sorry. So, cats do not know how to live in frustration. Но кошки не любят жить в чувстве неудовлетворенности. That's why many times it's difficult to train a cat. И именно поэтому часто сложно тренировать кошку. Because we are used to train dogs and our children with a bit of frustration.
Потому что раньше мы и наши дети тренировали собак с небольшим вот этим вот чувством недовольства. For instance, I say to my child, you can only play after doing your homework. Например, для своих детей Гонсало говорит, что ты можешь поиграть только после того, как ты сделаешь домашнее задание. And this creates a bit of frustration. И это вызывает небольшое недовольство. And the same happens with dogs, where we show them the treat, we ask sit, and after sitting we give them the treat. То же самое касается собак, когда мы дрессируем, мы показываем им лакомство, они в надежде его получить выполняют нашу команду. Например, сидеть, и только после того, как они сядут, мы даем им это лакомство. So we are creating some frustration that cats cannot cope with. И таким образом мы создаем некоторую фрустрацию, которая кошкам не очень будет нравиться. Because cats need to be always in a high motivation, because if they got frustrated, they get away, they go away and they don't want to continue there. Поэтому кошек нужно всегда сохранять у них мотивацию, потому что как только у них начнется вот эта фрустрация, они просто уйдут. So they always need to have continuous access to food, water, place to hide, and so on. И поэтому им нужен постоянный доступ к еде, к воде, к месту для отдыха и так далее. Cats communicate through different signs. Кошки общаются с помощью различных знаков. But in your opinion, what is the more important side from the sense from cats? Как вы думаете, какое наиболее важное чувство у кошек? Don't be afraid, speak with me. Smell, definitely, definitely. I usually say that cats live in the world of smells. Да, действительно, это обоняние, это чувство обоняния, и Гонсало всегда говорит, что кошки живут в мире запахов. So, let's start by the visual communication. Начнем с визуальной коммуникации. And in terms of visual communication, they use their body a lot. Для того, чтобы обеспечить вот эту визуальную коммуникацию, они очень часто используют свое тело. So they use touches between them. Они используют прикосновения друг к другу. And this is a way to communicate as well. И это у них является своего рода общением. The affiliative behaviors are those responsible for the cohesion of the group, the balance of the group. Definitive for affiliative. Gonzalo. Sorry? Definitive for affiliative. Affiliative. Окей. Да, аффилиативное поведение — это которые отвечает за баланс в группе. So, and which are those affiliative behaviors? Let's see. Nose touch? Yes. Yes, so you can read them, Okay. please. Да, аффилиативное поведение включает в себя касание носа, взаимный интроумент, когда они друг друга вылизывают, друг от друга трутся, например, как взаимное трение, или спят, например, вместе. Drupa. You said drupa. Друг от друга. Drupa. And what is this? I'll say you later. Each other. It means each other. Grooming. Yes. Okay. So here we have cats sleeping together. Здесь мы видим кошек, которые спят вместе. And those are cats from the same group. И это кошки из одной группы. Sometimes I do not like to ask people if the cats sleep together. Иногда Гонсало не нравится спрашивать у людей, спят ли у них кошки дома вместе. Because cats could be from different groups. Потому что кошки могут состоять в различных группах. But imagine that the place where they want to sleep is close to a window or close to the heat. Warm. Ну, представьте, что место для отдыха у них расположено рядом с окном или с источником тепла. So they will share each other's the same resting place, but it doesn't mean that they are from the same group.
Они будут делиться друг с другом этим местом для отдыха, но это не будет значить, что они состоят в одной группе. For instance, imagine that we are two cats and we are not from the same groups. Представьте, что мы с Гонсало два кота и из различных групп. But I feel much more comfortable close to the curtain because nobody will see me. И Гонсало будет себя чувствовать намного лучше, если он будет находиться ближе к этой стойке. So, as a cat, I would try to approach that place like this, slowly, slowly. Он будет пытаться достигнуть этого места потихонечку, медленно очень. Looking at him and his reaction. Обращая внимание на меня и на мою реакцию. I stop here. If he look at me, I turn around. Если я обращаю на него внимание, он отворачивается и останавливается. And when he's back, then I move a little bit, and I'm here. И когда я отвернусь снова, он потихонечку продолжит свой путь и доберется до пункта назначения. What I'm going to do is give him my back. И по достижению этого места он повернется ко мне спиной. So we were sleeping together, but we are not from the same group. И таким образом мы спали вместе, но мы не состоим в одной группе. Those are the yin-yang cats. Yin-yang. Это кошки инь-янь. Yeah, they are exactly from the same group, for sure. Они точно из одной группы. However, even cats from the same group, when they arrive about 4 years old, usually they separate each other, and this is normal. И даже если кошки живут в одной группе, до достижения 4-летнего возраста они могут разделиться, и это будет нормально. But for us, human beings, we want our cats always to be together. Но наше человеческое желание заключается в том, чтобы сохранить их дружбу навсегда и чтобы они дружили максимально долго. Another affiliative sign, nose touch. They greet each other, touching the nose. Следующим вариантом аффилиативного поведения будет являться касание носом. Grooming each other. Вылизывание друг друга. Rubbing each other. Трение друг от друга. And even walking together. И даже совместные прогулки. So, when we want to see how many groups we have in our households, когда мы хотим понять, сколько групп кошек живет у нас дома, we can have, for instance, 5 cats in the same household. Например, у нас может быть 5 кошек в одном доме. But we need to know who is grooming who and who is rubbing who. И нам нужно знать, кто кого вылизывает и кто кого трется. And then we can identify who are the cats from the same group. И таким образом у нас получится идентифицировать кошек из одной группы. And we can have 5 cats, 2 are one group, 2 are another group, and there is one solitary. It can happen. Может такое произойти, что из этих 5 кошек 2 будут в одной группе состоять, еще 2 в другой, и одна кошка будет одинокой. So, in terms of visual signs, we can see here that in this corner, this is the neutral cat. Если мы будем говорить про визуальные знаки, в этом углу кошка, которая настроена нейтрально. But from the top to the bottom and from the left to the right, you can see some changes. И если вы будете двигаться сверху вниз или слева направо, то вы заметите некоторые изменения. Which are quite subtle. Они обычно остаются незамеченными. We have ears scraping, the side of the pupil, and the whiskers moving forward. Уши могут расходиться в стороны, зрачки могут изменять свою форму и размер, и также вибрисы будут двигаться вперед. So, the black and white, he got in the territory
Черно-белый кот попал на территорию рыжего кота. So you can see the black and white is avoiding the ginger. И можете обратить внимание, что черно-белый кот он избегает рыжего. You can see some tail movements of the black and white. Обратите внимание, что он двигает хвостом, это черно-белый кот. While the ginger cat is saying, "Get away from here because this is mine." И в это время рыжий кот кричит: уходи, это моя территория. And cats can keep like these during hours И кошки могут это продолжать в течение нескольких часов. because they are trying to avoid fighting. Потому что они пытаются избежать драки. The only animal that loves to fight and continues fighting is the human animal. Единственным животным, которое любит драться, является человек. So those two are trying to avoid fighting through vocalization and body postures. И эти двое, они пытаются избежать драки путем вокализации и положения тела в пространстве. And as soon as the black and white can see a spot to get away, he will flight from there. И как только черно-белый кот сможет увидеть убежище, где ему можно спрятаться, он сразу туда убежит с очень большой скоростью. That's why usually when we receive cats in the clinic coming from a fight, usually they have abscesses in the bottom. Abscesses. И поэтому часто мы, когда кошки после драки попадают в клинику, можем наблюдать абсцессы на задних конечностях. Because when I try to fight away, the ginger cat bite my bottom. Потому что как только этот кот решит убежать, рыжий укусит его за ягодичные мышцы. In terms of vocalization in the wild are very rare. Вокализация является очень редко встречается у диких кошек. Usually only the female communicates with the kitten through vocalization and during fighting. Обычно они общаются путем вокализации. Если это мама, она проводит общение с котенком, и второй момент это когда они дерутся. But our cats, they train us very well. Но наши кошки тренируют нас очень хорошо. So our cats use their vocalization to grab our attention. И наши кошки используют вокализацию для того, чтобы привлечь наше внимание. Because they know when we go to the fridge, if they come to us meowing, something good will come out from the fridge. Потому что они знают, когда мы идем в холодильник, открываем холодильник, они знают, что если они придут и скажут там каких-то пару слов, то они получат что-то хорошее. So they are very clever at training us, much better than we train them. И именно поэтому они более разумно нас тренируют, чем мы их. So coming to smell, they can detect 1,000 times smaller smells than we do. Если говорить про обоняние, то они способны чувствовать в 1000 раз больше запахов, чем мы. That's why I said they live in the world of smell. И поэтому Гонсало всегда говорит, что кошки живут в мире запахов. They also communicate through pheromones. Также они проводят свое общение с помощью посредством феромонов. And what pheromones are? И что такое феромоны? Pheromones are a molecule, a chemical molecule that they release from specific glands. Феромоны являются химическими молекулами, которые вырабатываются специficiными железами. And those molecules are identified by an organ that is up to the mouth. И эти молекулы, они воспринимаются органом, который расположен вверх, чуть-чуть выше, чем рот, ротовая полость. And this organ is directly, it is not in the nose, is up
up here, I don't know the, yeah, yeah, The palatum durum. exactly, exactly. Окей. Этот орган расположен внутри твердого неба. And has a direct connection with the brain, frontal, and amygdala. The organ has a direct connection with the frontal lobe and to amygdala. Amygdala below to the hippocampus. Okay, it doesn't matter the name. No, amygdala doesn't matter. It has a direct connection with the brain. Этот орган, он напрямую связан с головным мозгом. And this connection directed to the brain is to a localization related very much with emotions. И такая локализация, она позволяет очень тесно связать этот орган с эмоциями. So pheromones can give us very good signs of bad, of negative or positive emotions. И поэтому феромоны могут вызывать различные признаки и различные эмоции, от хороших до плохих. For instance, we cats. Например, мы кошки. Here a gland and another two here between the eyes and the ears, right here. У нас есть железа, которая расположена вот здесь на нижнем, на подбородке, и две железы, которые расположены между глазом и ухом с двух сторон. So when I arrive with my bag in my home and I put it in the floor, Поэтому, когда я прихожу домой со своей сумкой, ставлю ее на пол, the cat comes and starts rubbing the shoe over here. и кошка подходит к сумке и начинает от нее отцелаться вот таким образом. Because he's depositing his pheromones there, saying that now this bag has the smell of my group. И таким образом кошка наделяет сумку запахом своей группы. The other pheromones from here, which are the F3, Другие феромоны, которые выделяются железами здесь, которые называются F3, they release them when they are happy and purring. Они продуцируют эти феромоны, когда они счастливы и когда они ворчат. And these are only released in safe situation and appeasing situations. И эти феромоны, они вырабатываются только в каких-то очень хороших, безопасных и мирных ситуациях. That was why researchers created a synthetic pheromone. Поэтому исследователи создали синтетические феромоны In order to help us to control our group balance at home. для того, чтобы поддерживать баланс среди групп дома. So how do they deposit their pheromones? Да, как же они распространяют свои феромоны? They can mark with urine spray. Они могут метить посредством мочи. They can use their nails when scratching. Они используют свои когти, например, царапают мебель. Because in the paws, they also have glands that release pheromones. Потому что в лапах тоже есть железы, которые вырабатывают феромоны. And rubbing their faces as well. Они также оттираются своими лицами. So those are the three ways that they have to mark their territory. И для того, чтобы метить территорию, помечать территорию, есть свои причины. Those affiliative behaviors that we've been speaking about, they can direct them also to human beings or other species. Direct towards, do it. Вот эти аффилиативное поведение, которое мы обсудили, оно может быть направлено на человека или какие-то другие биологические виды. That's why nowadays we say that cats can create very close bonds and link with us.
И поэтому мы сегодня говорим о том, что кошки способны создавать очень тесную связь с нами. Something different from what we thought from the past. Это совсем другое понимание от того, что мы думали раньше. So in fact, nowadays we know that cats are suffering, for instance, of separation anxiety. Например, на сегодня есть понимание того, что кошки могут страдать от страха отделения от человека. But while dogs, they show very well that they are anxious when they are destroying the house. Но в отличие от собак, которые показывают нам свой страх путем разрушения нашего дома, Remember that cats are much more subtle, кошки намного более скрыты, and cats suffer in silence. и страдают они в тишине. So they prefer to stay quiet and, for instance, not eating. И они предпочитают сохранять тишину, и, например, они отказываются от еды. And this is a way to show that they are anxious. И это они таким образом показывают, что им страшно. So we can have cats suffering with separation problems, but they are very subtle. И мы можем иметь кошку, которая будет страдать какими-то проблемами, и мы можем не заметить каких-то знаков, которые она нам подает. Sorry? Okay. So, before finishing, in fact, we are now knowing more and more about cats. Перед тем, как закончить, мы можем говорить о том, что мы на сегодня уже знаем больше и узнаем больше и больше информации про кошек. We have many studies made on dogs, but just a few made on cats. Существует множество исследований, проведенных на собаках, но очень немного их проведено на кошках. So we still have a lot to learn about cats and learn with cats as well. И на сегодня нам нужно продолжать, и очень большая работа нам предстоит по изучению кошек. So, training will be the future of cats, and you can see in this little clip, it is a clip from a student showing that we can easily train a cat. И на этом слайде сейчас посмотрите клип. Это клип от студента, который показал, как можно легко дрессировать кошку. We have a cat training course, and it's really amazing how we can easily train them. У нас есть курс тренировок для кошек, и очень удивительно, как легко они поддаются дрессировке. If we understand their motivation for. Если мы поймем их мотивацию для того, чтобы обучаться и поддаваться дрессировке. So, I will continue after, so we are going to do like a 15-20 minutes break just for have a tea, a refresh, and those that are interested in the second part, I will be speaking about creating a better household for the cats. Сейчас у нас будет небольшой брейк на кофе чай, где-то 15-20 минут, и после этого Гонсало приглашает всех заинтересованных на вторую часть, где поговорим о обустройстве дома для ласкавых кошек. For those that cannot or simply doesn't want to return but wanted to keep in touch, для тех, кто не может к нам присоединиться во второй части или просто не хочет, для того, чтобы поддерживать связь. Nowadays I'm already on the Instagram and Facebook. Гонсало есть в Инстаграме и Фейсбуке. So those that want to become virtual friends, we can be, despite the